Приветствуем вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи я, Светлана Пикта, и Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Тотальная зрада для Украины. Испания на русский газ потратила вдвое больше, чем на помощь Украине. Александр, как так получается, что все демократические страны Европы пытаются отказаться от газа из Российской Федерации, а Испания рекордно наращивает поставки газа из России, тем самым финансируя СВО на Украине? Что происходит? Понимаю проблему Испании. Проблема Испании, мне кажется, заключается в том, что она не только берет газ, но еще и за него платит. Если бы просто брала, было бы хорошо, а вот приходится платить. И тогда начинают предъявлять претензии некоторые соседние относительно России страны, Испании, мол, как-то вы газ берете у России, платите за него, безобразие. Вот. Ну, правда, если не будут платить, то, скорее всего, газа не будет. Я думаю, испанские потребители что-то такое смутно подозревают. Вот. Сама по себе Испания, с одной стороны, является не очень крупным рынком для газа, и общее потребление там даже в зимний период, ну, страна теплая, но все-таки в зимний период там потребление возрастает, несмотря на то, что как бы общее представление об Испании, что да там теплынь, нет, там, знаете, может и ноль быть, может и снег где-нибудь в Мадриде выпасть, в начале 21 года так было, но довольно дискомфортно, знаете, жить даже когда у вас там 2, 3, 5, да даже 7 градусов, все равно хочется немножечко, чтобы было теплее. Поэтому ставите там какой-нибудь электрический обогреватель, включаете его, греетесь. Вот. Испания не очень крупный потребитель, и даже в зимние периоды там потребление газа возрастает где-то до 3 миллиардов кубических метров, если мы берем последние 3 года. В прежние периоды там до 3,5, до 4 миллиардов кубов поднималось потребление газа. Но, как вы знаете, общее потребление в Евросоюзе, ну и в Испании как часть Евросоюза сократилось. Сократилось по предварительным итогам 2024 года до 332,5 миллиардов кубических метров. И эти 332,5 миллиарда кубических метров – это исторический антирекорд для 21 века, для Евросоюза, по крайней мере, для тех 27 стран Европейского Союза, которые в него сейчас входят. Я напомню, наши постоянные зрители об этом знают. Если вы не постоянный зритель, то подпишитесь вот на этот канал, вот где бы вы нас не смотрели, обязательно подписывайтесь, ставьте там лайки или что ставят на том ресурсе, на котором вы смотрите это видео. Так вот, в начале, даже так, в середине нулевых годов Евросоюз потреблял около 500 миллиардов кубических метров, и предполагалось, что к 30 году потребление газа в Евросоюзе вырастет до 800 миллиардов кубических метров, но это с Великобританией. Сейчас с Великобританией Евросоюз потребляет, они потребляют около 400 миллиардов кубов. То есть меньше, чем было в середине нулевых годов, когда обещали рост. И, по сути, это двукратное сокращение от того прогноза, который рисовали в середине нулевых годов. То есть от объективно существовавших на тот момент показателей это сокращение на примерно 100 миллиардов кубических метров, а относительно прогнозных показателей почти на 400 миллиардов кубических метров. То есть вместо роста – падение. Ай-яй-яй. И вот, эта серьезная, крупная, промышленно развитая страна говорит: ребята, вы знаете, вот мы не только будем развивать возобновляемую энергетику, мы еще и поддержим сектор электромобилей. Мы их объединим, объединим электромобили и возобновляемую энергетику. О чем речь? Речь о том, что, у возобновляемой энергетики есть неприятная особенность. Она прерывистая. Ветер дует, лопасти крутятся. Солнце светит, электричество вырабатывается. Если ветер не дует, солнце не светит, то электричества нету. А возникает проблема с накоплением электрической энергии. Знаете, в 10-х годах была такая концепция, что вот сейчас мощно начнет развиваться сектор электромобилей. Кстати, мощное развитие тогда прогнозировали те же люди, которые прогнозировали резкий рост спроса на газ. В Евросоюзе, только 10 годами на тот момент, 10 годами ранее они прогнозировали, что будет резкий рост спроса на газ. Прошло 10 лет, ребят, электромобили, бежим все в электромобили, все деньги туда, все деньги, ветряки в солнечные панели в электромобили, что вы нам не верите, мы уважаемые аналитики, мы международное энергетическое агентство, вот.
Так вот, электромобили сейчас разовьются, и можно их использовать как такой мобильный накопитель. Устанавливаете приложение на ваши смартфоны, вам приходит сообщение, мол, ребята, сейчас электричество столько, что девать его некуда. Быстрее везите свои электромобили к ближайшей зарядке, начинайте заряжать. И вот, видите, ветрячки работают, электричество это не нужно, у нас жарко, знаете, днем, когда солнышко светит изо всех сил, вот ветерочек еще дует, электричества много, сейчас его столько не надо. А мы берем и говорим, электромобили заряжайтесь, они заряжаются, вот ездят, понимаете, такой мобильный аккумулятор получается. Еще и полезную работу выполняет, людей развозят в разные места. Не получилось, при том, что от этой концепции сейчас не отказываются периодически, она всплывает, ребята, мол, смотрите, мы сейчас будем так делать, притом всплывает в разных странах, но в Испании попробовали, не получилось. Это вот к вопросу об инициативности. Но при этом вот эта инициативность, развитие возобновляемой генерации, довольно быстрый отказ от угольной генерации, там закрываются угольные электростанции, пока Испания еще не закрыла все угольные электростанции. Ну, например, соседняя Португалия, кстати, которая во многом является, я понимаю, португальцы со мной не согласятся, испанцы тем более не согласятся, они друг про друга говорят, что это не язык, а дефект речи, но это ладно. Вот. Да, там соседи друг друга очень любят, знаете, Гашпар, ну, и вот такого рода. Гутиериш. Почему Гутиериш? Что это вообще там? Гутиериш? Что? В общем, они друг про друга всякое интересное рассказывают, но по большому счету, с экономической точки зрения, это, ну, такие близнецы-братья. Просто Португалия чуть поменьше, и у нее процессы происходят какие-то быстрее. Вот Португалия уже отказалась полностью от угольных электростанций, Испания идет по тому же пути, притом, опять же, ускоренными темпами. И скоро она от угольных электростанций откажется окончательно. При этом в Испании тогда еще больше возрастет роль СПГ, ну, как энергоносителя, который позволяет примирить вот эту вот возобновляемую генерацию с ее прерывистостью и вашими потребностями в электрической энергии. То есть вам нужен этот энергоноситель хотя бы для того, чтобы парировать возникающие риски. И вот, кстати, к вопросу о том, что Испания очень послушна, все, Испания – это еще и маркер. То есть процессы, которые начинают происходить в экономике Европейского Союза, в энергетике Европейского Союза, пожалуй, в Испании начинают проявляться, ну, если не быстрее всех, то ярче всех. И вот энергетический кризис в Испании тоже начинался, тот энергетический кризис, который длится до сих пор, по большому счету, он летом 2021 года в первую очередь ударил по Испании, ярко проявился в Испании. Электричество дорожало везде, безусловно. Но в Испании это подорожание наложилось на реформы в области тарифообразования, ну, то есть там некоторые изменения тарифов, чтобы тебе, простой потребитель, было проще, дешевле и вообще замечательно. Правда, почему-то электричество при этом дорожает, но я не знаю почему. Наверное, магия, волшебство. Пишите ваши варианты, почему при любой реформе электричество дорожает. Пишите ваши варианты в комментариях. Вот, оживим комментарии бодрой, веселой темой, потому что, ну, если вы просмотрели это видео до настоящего момента, надо вас забайтить на комментарии, значит, вы готовы к этому. Так вот, то есть электричество без того бы подорожало, а тут оно стало дорожать ускоренными темпами, потому что энергоносители подорожали, выбросы подорожали, там есть еще такая составляющая, как выбросы, которые тоже надо оплачивать. А то, что это вы чадите в атмосферу? Ай-яй-яй, нет, это не выбросы вредные, это выбросы СО2 надо оплачивать. Вот. Выбросы подорожали, уголь подорожал, газ подорожал, все подорожало. И Испания стала первой страной, которая серьезно отнеслась к этой проблеме и стала внедрять какие-то попытки парировать эти риски для своих потребителей и сгладить их, ну, за счет там снижения налогов, опять же, не получилось, что, опять же, далее проявилось и в других странах Европейского Союза, поэтому смотрим на Испанию и понимаем, какое безобразие начнет твориться в других крупных экономиках. При этом закрытие угольных электростанций, при этом прерывистость возобновляемых источников энергии, генерация на возобновляемых источниках энергии никуда не девается. Как бы энергетический кризис энергетическим кризисом,
но вам все равно нужно, выполнять вашу постоянную работу, то есть закупать СПГ и использовать его для производства электрической, а может быть даже тепловой энергии. Да, в Испании иногда бывает довольно прохладно. В Мадриде иногда выпадает снег. Вот в начале 2021 года он там выпадал. Да и даже если там, знаете, градусов 6-7, это все равно довольно зябко. Вот, люди почему-то хотят греться и не хотят, знаете, смотреть на море и океан и говорить, ну и ладно, скоро потеплеет. Нет, если будете так делать, я боюсь, какие-то необратимые последствия для здоровья наступят. Значит, надо покупать СПГ. Испания является обладателем крупнейшей установленной мощности терминалов для приема сжиженного природного газа. Если память меня не подводит, порядка 65 миллиардов кубов Испания может закупать таким образом, но на 100% эти терминалы никогда не были загружены, однако, да, вот есть такая возможность. А почему же они в России закупают? Ведь есть же Соединенные Штаты, которые, как всем широко известно, завоевывают европейский рынок, сокращая поставки в 2024 году. Такое, знаете, завоевание интересное. Вот. Завоевывают рынок, который стагнирует, а даже уже не стагнирует, уже падает. Ну, такое, опять же, завоевание. Господа политологи вам расскажут. Так вот, завоевывают они, лидеры общественного мнения вам тоже расскажут, это да. Завоевывают они европейский, значит, рынок, ну и, значит, вот Испания. Крупнейшее количество терминалов. Надо туда, значит, газочек везти. Из Испании надо пробросить газопроводы к соседям. И, значит, оттуда хоп-хоп-хоп, и вот, пожалуйста. Испанцы, кстати, были бы за то, чтобы проложить газопроводы. И в Германию, и во Францию, везде, потому что, терминалы у нас стоят, они простаивают. Надо их дозагрузить, поэтому, ребята, давайте вы не свои терминалы будете загружать, а будете загружать наши, профинансируйте вместе с нами строительство трубы к вам от наших терминалов, и тогда вот мы заработаем. Ну, почему-то дураков не нашлось. Я даже не знаю, почему. Странно, правда? Вот. И испанскую инициативу как-то вот не поддержали. Но они периодически с ней все еще выступают, и у нас к этой инициативе, когда испанцы с ней выступают, тоже серьезно относятся. А из России они закупают СПГ, опять же, по той простой причине, почему они лидер. Потому что у них больше всего СПГ-терминалов. А если у вас больше всего СПГ-терминалов, вы вообще будете покупать больше СПГ. И у каждого отдельно взятого поставщика тоже будете покупать, если и не больше всех, то вы будете близки к рекордным показателям. Так, например, и по закупкам американского газа испанцы лидируют, и по закупкам российского газа испанцы лидируют. Почему нет? Испания, Бельгия и, пожалуй, Франция – это главные такие вот ворота для сжиженного природного газа. Ну, Нидерланды еще, хорошо, действительно, Нидерланды. Ну, понятно, что Бельгия и Нидерланды – это не сами по себе крупные потребители, это чистой воды ворота, откуда дальше газ растекается, другим потребителям. А вот Франция, Испания – это сами по себе крупные потребители. То есть у них и парк терминалов большой, соответственно, они в принципе много СПГ покупают. И, значит, они еще раз от каждого отдельно взятого поставщика будут покупать, больше других. Знаете, если у вас СПГ-терминал 4 миллиарда кубов вы можете импортировать, то вряд ли вы будете лидером, даже если он на 100% будет загружен СПГ, идущим с одного какого-то направления. Рядом вон 65 миллиардов кубов, и там с 3 направлений, допустим, идет этот самый СПГ, значит, в абсолютных величинах, хотя по доле каждый этот источник будет занимать меньшую долю, чем 100%, очевидно. Но в абсолютных показателях Испания будет лидировать. В смысле, вот такой покупатель будет лидировать, у которого просто терминалов больше. А Россия, она рядом. А кроме того, а кто поставляет этот газ? Какая-нибудь Тоталь поставляет этот газ. Дайте взять газ на Ямал-СПГ, где у компании Тоталь есть доля. Вы берете этот газ, вы отправляете его во Францию, вы отправляете его в Испанию. Красота. Почему надо отказываться от покупок этого СПГ? Потому что вас заругают из Киева. Из Киева пытались тут заругать испанцев из серии. Что это вы? 2 миллиарда долларов потратили? Вы что, с ума сошли? А Испания потратила в прошлом году на российские СПГ порядка 2 миллиардов долларов. Если очень огрубить, это примерно четверть всех денежных поступлений от российского СПГ с рынка Европейского Союза. То есть Испания еще и здесь, проштрафилась. Она просто взяла и мало того, что 2 миллиарда, это ай-яй-яй, это ж можно было Зеленскому лично отдать.
Вот, сказать, друг, да, вот просто владей, распорядись, ты ж хороший, ты можешь. Если что, это ирония. Если вдруг нас смотрит кто-то, кто не понимает иронию, я знаю, что большинство наших зрителей всю иронию понимают сразу, вот, но про хорошие это была ирония. Так вот, да, держи хороший, вот 2 миллиарда. Вот так бы, да, так бы их никто не поругал. А так приходится ругать, господа, вы из Киева, своих испанских партнеров, которые говорят, ну да, извините, пожалуйста. Вот, 2 миллиарда тратим на СПГ. Все, на этой оптимистической ноте всего хорошего. До свидания.